Привет всем! Добрый день. Вы опять на канале Берлога Коптильщика. Да. Сегодня мы решили сделать давнюю нашу задумку колбасу Ноев ковчег. Ну, это как каждой твари по паре, а здесь максимальное количество разной животины в колбасе. Но без перебора. Почему? Потому что можно и найти большое количество, но переработать будет сложно. Да. Мы были в гостях У наших знакомых, да, компания Дикоед. Вот такие вот у них. То есть у них есть все. Тушенка, пельмени, котлеты, колбасы, все, что хочешь, уже готовое. А есть мясо, устрицы, икра, то, что можно готовить еще. Икра для жарки, и там все, что хочешь, можно найти. Ссылку подставим в описании, посмотрите сами. Много всего из разных видов. Именно дикого, из дикой природы все. Не выращенная, да, дикая. В огороде. Если налим, значит он рос там, где-нибудь в северной речке Лена. Если это кабан, то значит он из леса. Но все с сертификатами. Проведенное по Меркурию, да, все по как положено. То есть все мясо чистое. Медвежатина, кабанятина, нутрия, заяц, бобр. Видов оленей немерено. А вот белки у них есть? Посмотреть надо. Ну, кому интересно, можете зайти. У них есть сайт Дикоед. У них есть также рецепты на их YouTube-канале Дикоед. А еще у них есть такие вот книжечки. Блюдо из дичи называется. И когда вы покупаете у них мясо, вам дают такую книжечку. И в ней можно посмотреть волшебные рецепты. Лопатка косули в ягодном маринаде. Кстати, у них даже есть крокодилы. Чего уж далеко ходить. И змеи. И змеи. Что самое интересное. Ну, а мы решили сделать сегодня два вида колбасы. Один вид колбасы у нас будет копчено-вареный, а второй вид у нас будет сыровялым. Но это будут два разных ролика, хотя будет собрано из одних видов мяса, ну, одних видов зверей. Да, ну просто сыровял готовится долго, поэтому ролик выйдет позже. Что мы сегодня приготовили? Что мы имеем? Окорок косули будет использован. Мясо тура. Тур — это такой баран вроде, горный. Карбонат кабана дикого. Это, наверное, медведь. Это мишка, нет? Нет, это окорок бобра. О, бобер. Съел бобра, спас дерево. Кстати, вот. Спинка зайца. Ну, это у нас. Вообще, почему мы не А вот индейцы, внутренняя часть бедра медведя. Индейцы бы сказали, вот сколько ты сейчас животных съел. Окорок пятнистого оленя. Внутренняя часть бедра лося. Так, это сахаты у нас. Внутренняя часть бедра европейского оленя. Лошадка, корейка конины. Так. Внутренняя часть бедра морала. Кстати, кто любит конину, там шикарная конина у ребят. Можете брать. Внутренняя часть бедра северного оленя. То есть 3 вида оленя у нас сегодня. Лось, медведь. Ну и добавим, естественно, говядины. Говядина, свинины, утку, курица. индейку, курицу. Короче, каждой твари по паре. Ну, и мы не разгонялись. Опять же таки, количество зверушек мы посчитаем и четко вам скажем. Но их будет предостаточно. Ну что, сейчас я иду, все это промываю от крови, и тогда буду жиловать.
Все, а дальше будем идти по схеме. Делим на две кучи. Одна пойдет у нас на сыровял, другая пойдет у нас на варено-копченую. Поехали. Красивое мясо. Вот что хочу сказать, это похвала ребятам из Дикоеда. Вот сейчас жилую практически жил и нету. Мясо идет уже у них хорошо перебранное. Это не подхалимаш, это факт. Итак, мы зверя перебрали, получилась у нас вот такая сиротская кучка. Сейчас мы делаем колбасу варено-копченую и будем пропускать через мясорубку, через крупную решетку. Как вы уже прикалывались, но мы ее называем решетка Мерседес. Ну, выглядит она так. Поэтому весь наш объем нашего мяса вместе с грудинкой, всю нашу дичку, включая там курицу, утку, говядину, индейку, а свининой у нас будет грудинка жирновастая, специально для этого дела. Значит, по пропорции мы берем 20% грудинки от общего веса нашего мяса перебранного. Поехали, пропускаем через мясорубку. Продолжаем готовить нашу варено-копченую. Мы в ковчег колбасу подобрали специи, напишем в описании. Или не подобрали, а собрали специи. В описании будут все граммовки. И мешаем фарш. Не забывайте, что фарш должен быть не теплым, поэтому держите его в холодильнике, особенно в летнюю жару. Температура фарша не должна превышать 12 градусов. Да, спасибо ребятам из Дикоеда. Мясо просто шикарное. Рисунок у колбасы будет просто отличный. И вкус, наверное, тоже. Запах, по крайней мере, обалденный. Доделали фарш. Наши дикие звери готовы стать колбасой. Сейчас будем набивать в колбасный шприц и в оболочку. Поехали. Набиваем плотно, чтобы не было пузырей. Чем плотнее вы набьете, тем лучше. Поэтому набивайте лучше маленькими партиями. Вот. Набили и вставляем в наш шприц. Вот мы и начинаем набивку нашей чудесной колбасы из дичи, но и в ковчег из разной дичи. Хвостик оставляйте подлиннее, чтобы потом связать ее и сделать колечком. Итак, мои дорогие, смена пажеского караула. Колбаску я накрутил. И теперь стандартно мы ее отправляем на усадку в холодильник на 18-16 часов на температуру плюс 2, плюс 4. А дальше мы будем ее коптить и варить. Вот такая колбаска Ноев ковчег. Ну что, колбаску после усадки достал из холодильника. И сейчас буду вывешивать в коптильню на несколько процессов. Сейчас вывешу и расскажу. Итак, колбаску я развесил в коптильне. Значит, такой нюанс. Не старайтесь набивать коптильню плотно. У вас должно минимум 10 сантиметров быть между батонами, а лучше больше. Это для того, чтобы хорошо ложился дым, цвет ложился на колбасу. Значит, дальше у нас по нашим действиям. Первое, это мы делаем отепливание.
у нас будет 30 градусов внутри коптильни и до достижения 16 градусов внутри нашей колбасы. Дальше сушка 60 градусов в коптильне и 40 градусов внутри нашей колбасы. Но предварительно откройте, не руководствуйтесь только температурными режимами, а откройте, посмотрите, чтобы поверхность колбасы была полностью сухая, чтобы дым ложился на сухую поверхность. Дальше у нас будет копчение. 80 градусов у нас будет в камере коптильной. И включаем наш дымогенератор. До достижения, если у вас хватит за время копчения набрать температуру, чтобы колбаса набрала температуру 72-71 градус, это супер. Если же нет, тогда поднимем температуру в коптильне до 83 градусов и до достижения 71-72 градуса внутри коптильни будем варить. Если у вас варка, вы чувствуете, идет медленно, то в поддон, в коптильню, либо какую-то посудку поставьте с водой, чтобы было влажно, повысить влажность в коптильне, чтобы процесс варки у вас проходил быстрее. Колбаса у нас прокоптилась, сварилась, перевесил ее сейчас в сушку. Здесь она провисит 2-3 часа, тем временем она остынет. Резкий запах копчения уйдет, после чего я ее переложу в холодильник на 12 часов на плюс 4 градуса. А дальше будем дегустировать. Наконец мы сделали нашу колбасу из мяса, которую мы взяли у ребят из Дикоеда. Вот мы к ним приехали в гости, будем ее пробовать. Андрей, нарезай. Прямой. Обалденный, да. Сеня дичь. Чувствуются нотки верблюда. Позовем ребят попробовать? Конечно. Давайте, подходите. А то продаете, не знаю, из кого. Что? Это все, что у нас есть. Все смешали воедино. Лоси с бобрами смешались. Лось, медведь, Косуля, заяц, бобр, буйвол, пятнистый олень, северный олень, морал, европейский олень. Все. Что там можно приобрести. Да. Попробовали колбасу, как вам? Отлично. Супер колбаса получилась. Вот. Даже жует. Продолжай. Ну, что хочу сказать. Колбаса вышла, надо делать такое. Чтобы делать, можно, чтобы сделать из дикого мяса вкусную колбасу, можно обратиться в магазин Дикоед и купить у них мясо. Да, обращайтесь. Всем, кто подпишется, мы дадим промокод на скидку на первую покупку. Делайте колбасу, подписывайтесь на наш и на ваш канал. Канал ребят мы разместим в описании. И делайте вкусную колбасу.